Существует старая поговорка: когда Баффет продает, пора бить тревогу. Это скорее народная мудрость, чем экономическая теория. Но в ней кроется нечто большее. Уоррен Баффет, которого прозвали оракулом из Омахи, за десятилетия своей почти вековой карьеры придерживался одной нехитрой, но железной стратегии: покупать, держать и почти никогда не расставаться с активами, особенно с бизнесами. Он строил империю словно часовщик, методично, не спеша, избегая суеты. Тем неожиданнее то, что сегодня Баффет готовится избавиться от Berkshire Hathaway Home Services, одной из крупнейших риэлторских компаний, приобретенной им на вершине прошлых рыночных подъемов. Что это? Банальная переоценка активов или нечто большее? Возможно, это предупреждение, тихий, но мощный сигнал, который легко недооценить. Глобальный кризис коммерческой недвижимости. С одной стороны, это не ахти какая сенсация. Баффет ранее не раз признавал ошибки в оценке недвижимости, назвав приобретение Berkshire Hathaway в 60-х годах своей крупнейшей ошибкой. Продажа актива сегодня, возможно, это не просто сигнал, а признание, что даже оракул иногда ошибается, хоть и редко. Но чтобы по-настоящему оценить масштаб происходящего, важно вспомнить, в последний раз Баффет продавал бизнес в 2020-м. Тогда это была старая газетная компания. И вот теперь выход с рынка недвижимости. На первый взгляд все кажется простым. Потерял интерес, решил продать. Но за этой внешней прямолинейностью скрывается нечто гораздо более глубокое. Дело не в том, что Баффет внезапно разочаровался в рынке жилья. Скорее, он уловил изменения. Тонкий, но фундаментальный сдвиг в самой архитектуре риэлторского бизнеса. Модель, на которой десятилетиями держалась индустрия, начала давать сбои. Как старая машина, двигатель еще работает, но гремит, глохнет, требует все больше усилий и приносит все меньше выхлопа. Эффективность падает, старые подходы больше не приносят тех же плодов. Фонд Blackstone недавно запустил крупнейший в истории фонд активов, оказавшихся в кризисе, объемом в 30 миллиардов долларов. Это четко указывает на ожидание масштабных проблем на рынке и подтверждает наличие игроков, намеренных заработать на падении. И именно это тот сигнал, который Баффет, как один из самых проницательных игроков на поле, просто не мог игнорировать. В Соединенных Штатах рынок коммерческой недвижимости рушится с беспрецедентной скоростью. Почти половина триллиона долларов испаряется ежегодно. Это не цифры в отчетах. Это здания, инвестиции, рабочие места. Волна непогашенных долгов уже на горизонте. В ближайшие годы подлежат выплате около 1 триллиона долларов. И все больше аналитиков признают, значительная часть этих кредитов не будет возвращена. Сегодня в среднем по стране простаивает от 18 до 20% офисных площадей. Это не временное явление. Это симптом хронического перенасыщения и системного отказа от прежних форматов работы. Пандемия закрепила удаленную работу не как временный феномен, а как новую реальность, навсегда изменившую офисный сегмент. Половина работников США предпочитают гибридную модель. И это навсегда меняет потребность в офисах. С другой стороны Атлантики та же тревожная картина. Германия, сердце европейской экономики, переживает самый резкий обвал цен на коммерческую недвижимость за десятилетия. Девелоперы банкротятся, стройки замирают, капиталы утекают. Центробанк затягивает денежную политику, стоимость строительных материалов растет. Китайский кризис начался раньше и развивался стремительнее. Там обрушилась сама модель, на которой строилась индустрия. Строй сейчас, продай потом, строй дальше за счет новых продаж. Эта схема не выдержала давления долгов. Государство пытается подхватить падающую конструкцию, вводит субсидии, стимулирует банки на рефинансирование. Но доверие потеряно. Цены продолжают падать. Небоскребы пустуют. Инвесторы уходят. И самое важное, приходит осознание. Бесконечный рост невозможен даже в стране с миллиардным населением. На этом фоне российский рынок выглядит почти устойчиво. После ухода западных брендов освободившиеся площади быстро заняли отечественные компании. Новое строительство почти полностью остановлено, и это, как ни странно, помогло удержать равновесие между спросом и предложением. Но эта стабильность иллюзорна. Под фасадом нормальности скрываются упавшая инвестиционная активность и ключевая ставка Центробанка на уровне 21% к концу 2024. В таких условиях крупные проекты теряют смысл, экономика не сходится, девелоперы предпочитают ждать, развитие замирает. Тревожная ситуация на рынке жилья. На этом этапе вопрос звучит вполне закономерно. Если рынки рушатся, а титаны отрасли отступают, не пора ли пересмотреть старые догмы?
Так ли уж незыблема истина о том, что недвижимость всегда в цене? Или мы наблюдаем исторический перелом, когда бетон и кирпич перестают быть синонимами стабильности? Коммерческая недвижимость уже охвачена пожаром кризиса, но отголоски начинают сотрясать и жилой сектор. Прежняя логика «раз дорого, значит покупают» больше не работает. Все чаще встречается новая реальность. Дорого, но недоступно. Рост ставок обескровил ипотеку, тем самым сдув пузыри, надутые еще вчера. Но жилье — это не просто актив в портфеле, это архетип. Дом как идея, как мечта, как укоренившаяся культурная норма. И когда мечта становится недосягаемой, общество меняется вместе с рынком. Ставки по ипотеке почти удвоились, с 3% до 6,8%, а местами до 7%. Для средней американской семьи это означает резкий скачок ежемесячных платежей на сотни, а порой и тысячи долларов. Кредиты, которые еще недавно помогали приблизиться к дому, теперь отдаляют его. Ипотека превратилась из моста в барьер. Парадокс усугубляется тем, что и продавцы не торопятся. Миллионы американцев, зафиксировавших низкие ставки в эпоху дешевых денег, не хотят терять это преимущество, выходя на рынок. В результате почти полное исчезновение предложения, замороженный спрос, висящие в воздухе цены. Ни вверх, ни вниз. Рынок заблокирован. В Китае жилищный кризис развивается иначе. Не как взрыв, а как медленная эрозия. Цены снижаются месяц за месяцем. -3 с лишним процента на новостройки, -7 на вторичный рынок. Но главный удар по доверию. Миллионы китайцев вложились в квартиры, которые так и не были достроены. Девелоперы обанкротились, стройки остановлены, ипотека идет, а жить негде. Государство спешно выделяет кредиты, уговаривает банки не давить на застройщиков. Но уже поздно. Люди перестали верить, а рынок без веры, как здание без фундамента. На этом фоне российский рынок жилья кажется удивительно стабильным. Здесь действуют другие законы. Государство активно датирует ипотеку, поддерживает застройщиков, регулирует спрос. В 2023 цены на новостройки выросли на 6-7%. Вторичный рынок в стагнации, особенно в Москве, где в 2024 стоимость жилья почти не изменилась. Почему? Ответ снова в парадоксе. Ипотека на вторичку недоступна. Спрос снижается. Но продавцы не готовы снижать цены. Застройщики же, получая поддержку из бюджета, продолжают наращивать продажи. В итоге рынок с двумя скоростями. Одна половина буксует, другая искусственно разогрета. Но важно помнить, устойчивость, подпитанная субсидиями, это не сила, а отсрочка. Как только государственная поддержка ослабеет, рынок может оказаться лицом к лицу с реальностью, от которой так долго отворачивался. Просчитываю последствия кризиса. Можно ли говорить о едином глобальном рынке жилья? Вряд ли. Слишком разные условия, механизмы регулирования, культурные и экономические традиции. Но при всей разнородности есть общее направление, вектор, задаваемый ставкой. Везде, где деньги стали дорогими, именно рынок жилья оказался в первой линии удара. Где-то это вызвало ценовую коррекцию, где-то заморозку, а где-то на кризис, подрывающий не только экономику, но и социальную ткань. Первый и самый ощутимый удар пришелся по банковской системе. Ипотечные портфели, кредиты на строительство, залоговые обязательства — все это лежит в балансе банков, словно чугунные плиты. Когда цены на недвижимость падают, а заемщики не могут платить, балансы начинают течь. Банковская система теряет устойчивость. Второй эффект менее драматичный, но не менее значимый. Экономика перестает строить, девелоперы ставят проекты на паузу. Банки отказываются от финансирования, а правительства колеблются. Но строительство — это не просто башенные краны и бетон. Это цепочка, рабочие, материалы, техника, мебель, электроника. Это стимул для целого ряда отраслей. В Германии, например, строительство и рынок недвижимости формируют около 20% валового продукта. Каждый десятый работает в этом секторе. Когда стройки замирают, компании банкротятся, спрос исчезает, крупнейшая экономика Европы оказывается перед системным риском. В Китае зависимость еще глубже. По разным оценкам, до 29% ВВП связано с недвижимостью, напрямую или через смежные отрасли. Обрушение этой модели нанесло удар по всей экономике. Международный валютный фонд уже понизил прогноз роста. А аналитики предупреждают, если рынок не стабилизировать, последствия будут длительными и разрушительными. Есть и третья, менее заметная, но вполне ощутимая проблема — истощение бюджетов. Во многих странах, особенно на уровне городов и регионов, значительная часть доходов формируется за счет недвижимости. В Китае, например, местные бюджеты напрямую зависят от продажи прав на землю. Если девелоперы уходят, исчезают и доходы. Следом дефициты, сокращение программ, заморозка инфраструктурных проектов, урезание зарплат. В США этот процесс идет по-своему. Города вроде Сан-Франциско, где пустуют офисные башни, теряют доходы от налога на недвижимость и лишаются деловой активности. Это не вызывает мгновенного обвала, но создает кумулятивный эффект. Бюджетная база сжимается, а обязательства никуда не исчезают. Начинается тихий кризис, финансовый, управленческий, а в
перспективе и социальной. В России ситуация пока выглядит более уравновешенной. Государство активно тратит на инфраструктуру, поддерживает спрос через льготы и ипотечные субсидии. Это позволяет удерживать строительный сектор на плаву. Но даже здесь есть границы прочности. Падение активности на стройплощадках уже сказывается на поступлениях от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. А сама поддержка ипотеки превращается в постоянную нагрузку на федеральный бюджет. Все ощутимее с каждым кварталом. Дом как зеркало жизни и экономики. Важно помнить, недвижимость — это не только физический объект, это символ, это ощущение благополучия. Для большинства домохозяйств жилье — крупнейший актив. Когда его стоимость растет, люди чувствуют себя богаче, увереннее. Они охотнее тратят деньги, берутся за ремонт и покупают мебель, обновляют технику. Но когда цены идут вниз, даже если доходы остаются на прежнем уровне, появляется тревога. А вдруг это не временное падение, а начало обвала? И начинается сбережение, отсрочка крупных покупок, сворачивание планов. Экономика входит в режим ожидания. Этот эффект особенно заметен в Европе и Китае, где снижение цен стало устойчивым трендом. Миллионы семей наблюдают, как их главный капитал теряет в цене. Ответ прост. Сокращение расходов, заморозка проектов, сдержанность в тратах. Снижается не только спрос на новое жилье, но и на все, что с ним связано. От дверных замков до кухонной техники. В России, несмотря на номинальный рост цен, особенно в сегменте новостроек, ощущение недоступности уже здесь. Ипотека на вторичное жилье стала неподъемной. Покупатель выжидает. Девелоперы продолжают строить, но спрос все больше питается госпрограммами. И вот это главный, но часто неуловимый итог. Снижение скорости денежного обращения. Деньги замирают. А вместе с ними экономическая динамика. Когда рынок ждет, рост откладывается. Настроения меняются. Американская мечта — уютный дом с лужайкой и ипотекой под 3% осталась в прошлом. Сегодня ставка по 30-летнему кредиту приближается к 7%, а это означает, что ежемесячные платежи почти удвоились. Ипотека, еще недавно доступная даже при скромных доходах, теперь становится роскошью. Молодые семьи, а также так называемые первые покупатели, фактически вытеснены с рынка. У них нет средств на первоначальный взнос и нет возможности обслуживать новые кредиты. Те же, кто уже владеет жильем, оказались в ловушке. Продавать невыгодно, покупать новое невозможно. Так возник феномен запертых владельцев. Человек физически может переехать, но экономически нет. Это замкнутое пространство, где движение заблокировано ставками. Остается аренда? Да, она становится выходом. Но массовый приток арендаторов поднимает цены. В городах жить стало ощутимо дороже. Финансовое давление усиливается. Настроения меняются. Все больше людей больше не видят в собственном доме достижимую цель. А жизнь перестает восприниматься как движение вперед, шаг за шагом, вверх по социальной лестнице. В Китае недвижимость не просто крыша над головой. Это часть культурного кода. Наличие собственной квартиры – почти обязательное условие для вступления в брак, символ взрослости, статуса, надежности. Поэтому кризис доверия к застройщикам – это не просто экономическая катастрофа, это культурная травма. Тысячи семей продолжают платить по ипотеке за квартиры, которых, возможно, никогда не будет. Миллионы наблюдают, как их единственное жилье теряет в цене. Десятки миллионов начинают сомневаться, а действительно ли квартира – это цель. Молодежь в Китае все чаще отказывается от традиционной модели. Учись, работай, женись, купи жилье. Вместо этого появляется новое, иное. Мышление «снимай, живи, трать на себя, не привязывайся». Это сдвиг не просто в стратегии, а в мировоззрении. И, возможно, именно здесь проходит настоящая граница нынешнего кризиса. Рынок рухнул не только в цифрах, но и в сознании. Инвесторы. Инвесторы и девелоперы, как всегда, живут в своем времени. Они не столько смотрят на сегодняшний кризис, сколько на завтрашние возможности. Кто-то уходит, спасая капитал, кто-то заходит, высматривая момент для атаки. Фонды наподобие Blackstone сначала ограничивают вывод средств, затем начинают распродавать активы, освобождая ликвидность. Кредиторы торопятся очистить балансы от токсичных долгов. Застройщики консервируют стройки, пересматривают проекты, упрощают планировки. Квартиры становятся меньше, дешевле, практичнее. Главное, чтобы покупали. Но одновременно появляется и новый слой, так называемые охотники за обвалом. Это игроки, которые приходят туда, откуда бегут другие. Они скупают здания, потерявшие в цене, забирают залоговые портфели на аукционах, инвестируют в рынки, где началась зачистка. Кто-то покупает небоскреб в Нью-Йорке за бесценок,
кто-то разорившийся торговый центр в Берлине. Они не боятся крови на улицах, они мыслят в горизонте 50 лет, рассчитывая на тройную отдачу. В их логике кризис — это не конец, а вход. Стратегическая покупка там, где другие видят только потери. Россия — отдельная история. Здесь идет уникальный процесс перекупки активов, покинутых западными компаниями. По закону со скидкой в 50-60%. Кто имеет доступ к ресурсам, тот и выкупает. Кто не имеет, ищет доходность в другом. В апартаментах под аренду. Спрос на пассивный доход стабильно высок. В условиях ограниченного выбора и высокой инфляции недвижимость остается одним из немногих инструментов вложения капитала внутри страны. И пока у других рынков шок, здесь работает принцип: тише едешь, дальше будешь. Зачем Баффет уходит в кэш? Ситуация, при которой начинается охота за обесцененными активами, сама по себе не нова. Но на фоне этого особенно выделяется поведение Уоррена Баффета. В 2024 его инвестиционная компания начала рекордными темпами выходить в наличность. Такой скорости ухода в кэш не фиксировали даже в годы предыдущих кризисов. И что важно, этот маневр начался до громких заявлений Дональда Трампа и до новых потрясений на Уолл-Стрит. Совпадение возможно, но слишком точное, чтобы его игнорировать. Сегодня фондовый рынок напрямую зависит от бюджетных вливаний. Государственные расходы составляют треть внутреннего валового продукта, и любое сокращение этой поддержки неизбежно ударит по биржам. Первые признаки уже заметны. Сокращаются авиаперевозки, растет число увольнений, обостряются ожидания потребителей. Баффет уходит не потому, что недвижимость обвалится. Он уходит потому, что понимает. Рынок стал другим. Уже не цифровая трансформация, а простое, но мощное сжатие спроса ломает старые бизнес-модели. Те, кто не умеет меняться, не выдержат. Поэтому его решение не паника, а хладнокровная переоценка. А может быть, предвидение. И вот здесь возникает вопрос. Если человек, который прославился своей способностью видеть сквозь десятилетия, вдруг выходит с рынка, где держался десятилетиями, это предупреждение или все же случайность? Не упустите шанс разбогатеть на кризисе. Любой кризис — это не только разрушение, это еще и пауза, пространство перед следующим актом. В этот момент рынки замирают, игроки ждут, государства тянут решения. Все останавливается, как перед вздохом. И именно в такие моменты особенно важно не упустить направление. Недвижимость — инерционный гигант. Что будет дальше? Резкий отскок вверх или затяжная стагнация, растянутая на годы? Ответа пока нет, но его с нетерпением ждут все, от банкиров до молодых семей, от строительных кранов до кабинетов министров.